Всем привет! Сегодня мы с вами будем готовить очень вкусный, очень полезный и необычный салат из стрелок чеснока, чесночных стрелок. Когда чеснок растет, там появляются вот такие стрелки, которые потом можно кушать, но мало кто знает, что их можно кушать и вообще как их готовить. Сегодня мы приготовим вкусное блюдо из этих стрелок, они очень полезные. А оно будет мясное, поэтому нам понадобится говядина. У меня здесь около полкило почти говядины. Лук, чеснок, 100 мл растительного масла, 80 мл соевого соуса. Я смешала два вида, у меня здесь светлый и темный. Можно просто любой, какой есть. И кое-какие специи. Это черный перец, перемолотый кориандр, чуть-чуть чили, перца. Я не буду делать это блюдо острым. И паприка, много паприки, 2 чайные ложки паприки. Соль по вкусу. Все, приступаем. Для начала нам нужно нарезать мясо на тоненькие кусочки соломкой. Вот эти все пленочки я отрезаю, которые будут плохо жеваться. Мы их не берем. Отрезаем все фасции. Фасции — это такие пленочки, которые сверху мышц. Профессиональные эти навыки на кухню тоже переносим. Нарезаем соломкой. Сначала на пласты. И теперь вот нарезаем тонкой соломкой. Готовится это блюдо очень быстро, а съедается еще быстрее. Если вы любитель мяса, можно положить мясо еще побольше. Я примерно делаю в равном количестве. Сколько стрелок, столько мяса. Иногда нет, я вру. Иногда я делаю наоборот. Мясо меньше, стрелок больше. Потому что я больше люблю стрелочки кушать. Все перекладываем. Убираем лишнее. И нарезаем. Внимательно смотрите. Отрезайте, если у вас вдруг здесь есть какие-то эти. У меня нет, у меня просто все очень чисто, поэтому я не буду ничего отрезать сразу. Примерно на такую же длину, как и мясо. Все это перекладываю в чашку. Чесночные стрелки, они очень полезны, и я всегда их готовлю по-разному. Это один из видов приготовления чесночных стрелок. Есть вот такие вот штучки, если отрезаем. Некрасивые. Что мне нравится здесь в Канаде, в чесночных стрелках, то что здесь нет много мусора. В Ташкенте мне приходилось долго сидеть чистить, поэтому это блюдо не было там таким уж быстрым. Немножко приходилось почистить. Но если почистить заранее, с вечера, а на следующий день приготовить, то в принципе это все очень быстро готовится. Все перекладываем. Аромат чесночный. Нарезаем луковицу. Нарезаем луковицу полукольцами. И приступаем к готовке. Включаем газ. На самый максимальный ставим. Чуть-чуть дадим нагреться сковороде. Сковорода у меня уже нагрелась чуть-чуть. Наливаю масло. 100 мл. Даем чуть-чуть нагреться маслу. Всегда проверяю на деревянную ложечку. Вот, слышите? Уже нагрелось масло. И отправляю лук.
Долго не обжариваю, потому что он еще очень долго будет готовиться вместе с мясом и вместе со стрелками. Поэтому буквально чуть-чуть, чтобы он прям немножко обмяк, и отправляю туда мясо. Мясо желательно брать такую мягкую часть, которая долго не готовится. Все это обжариваем минут 15-20. Ну, зависит от вашего мяса. Иногда и 10 минут хватает, если это мягкая часть, где-то, которая бонфиле, оно быстро обжаривается. Мясо у нас уже готово почти. Я его солю. Еще раз перемешиваю. И добавляю чесночные стрелки. Чесночные стрелки готовятся минут 15, от 10 до 20 минут, 20, иногда 25, будет зависеть от ваших чесночных стрелок. Если чесночные стрелки молодые, то они готовятся очень быстро, минут 10-15 хватает. Если же они немножечко уже позже сорваны, тогда чуть-чуть больше времени потребуется. Итак, мы уже обжариваем это все минут 5. Теперь я добавляю сюда соевый соус. Хорошенько перемешиваю и уменьшаю газ. Ставлю на маленький огонь. И все, и оставляю так минут на 5. Через 5 минут еще перемешаю, еще оставлю на 5 минут, и блюдо готово. Вот. У меня прошло 10 минут. По 5 минут я мешала на маленьком огне. Теперь надо попробовать на соль и добавить чеснока. Я не люблю, когда чеснок мелко в этом салате, поэтому я нарезаю его просто такими пластами. Добавляем специи. И попробуйте на соль. Если вам не хватает соли, то можно добавить немного соли. У всех соевый соус разный, у кого-то может и хватить. Я чуть-чуть добавлю, я до этого пробовала, мне немножко не хватило. Добавляю чеснок. Все это быстро перемешиваю. Пахнет очень вкусно. Ой. Если соевый соус будет светлый, то он не будет таким темным. Но я люблю, когда он именно такого темного цвета, и у него есть насыщенный вкус соевого соуса. Все перемешали, можно выключать. Вот и все. Очень вкусное блюдо готово. Обычно мы его кушаем с рисом. И обязательно морковку по-корейски. Все это перемешиваем. Это очень вкусно. И летом и весной, по-моему, это самое идеальное блюдо. Оно не такое горячее, не сильно тяжелое, очень сытное и полезное. Обязательно готовьте, это очень вкусно. А рецепт морковки вы можете посмотреть у меня по ссылке в описании. Спасибо за просмотр, поставьте мне, пожалуйста, лайк, подписывайтесь, и я буду готовить еще много-много вкусных рецептов. Всем пока!